Друзья, рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым вы поможете моему продвижению. Сейчас вывел на прогулку Ханну, но она что-то споткнулась и лапка заболела. Сейчас поедем к ветеринару. Нам нужно ставить прививку. Тихо. Прививку поставить, и заодно как раз посмотрят лапу. Наступает больно и пищит, когда наступает. Вот приходится таскать на руках. Ну что, друзья, пока мы доехали до ветклиники, у Ханны лапка прошла, все хорошо. Уже бегает, наступает. Сейчас покажу. Так, у вас сделана первая прививочка папе, вторая сделана, и с 19 по 24 повторить. Ну, вот как раз приехали. 3 месяца нам будет 30 августа. Все верно. Значит, мы можем сразу сделать с бешенством прививку, потому что в инструкции допустимо с 2,5 месяцев прививать бешенство. Либо по вашему желанию мы можем повторить вот эту чума, аденовирус, лептоспироз, гепатит. А когда ему уже исполнится 3 месяца ровно, тогда сделаем бешенство. Как бы вы рекомендовали, в принципе? Я бы рекомендовала сразу сделать и все. Да, давайте тогда сделаем сразу, и нам еще с ушками вопрос надо решать. И следующий тогда прием на вакцинацию только в год будет. Также давайте вспомним вкратце о самой породе. Алана Испаньол, Алана, Аланский дог, она же все в одном. Древняя порода собак. Первые упоминания, по-моему, если я правильно изучил, были в 5 веке. Друзья, порода очень редкая. На данный момент даже не более 1500 чистокровных собак. Есть метисов много, мешали их и с канарским догом, и со стаффордами, с питами, с очень многими породами их мешали, но вот именно чистокровных очень мало. В России до 95 года их практически вообще не было. Вот с 95 года с Испании начали завозить несколько собак, по несколько собак, и восстанавливать популяцию этой собаки. А так она считалась практически полностью вымершей. 2,5 месяца еще из-за этого так. Красотка. Вы на выставке будете ходить? Предлагаю, думаю, да. Как бы вот осенью щенячка должна прийти. Сразу с щенком хотели отправить, но я с именем не мог определиться. И как бы, в любом случае, пощупать, посмотреть, как бы, и уже это. С ушками беспокоит то, что там накапливается сера, да? Нет, не это. Вообще у этой породы как бы ушки купируют. Также у нас открыт вопрос по поводу купирования ушей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы сделали. Купировали бы вы уши щенку или нет. Вообще рекомендованный возраст для купирования ушей это 2-3 месяца. Как раз нам сейчас 2,5 месяца. Вот, все это делается под наркозом. В принципе, можно, как говорят доктора, что можно делать в любом возрасте. Просто чем взрослее собака, тем хуже уши ставятся. Вот, и процесс заживления идет дольше. А так в любом возрасте купируется. Все это длится, вся эта процедура в течение часа. Вот, если собака взрослеет, то уже просто ей делают короткое ухо, и тем самым освобождая себя от того, чтобы ухо не висело, оно уже будет сразу такое более стоячее. Я тоже склоняюсь к тому, чтобы купировать уши, потому что
когда такой висящий лопух у нее, она когда маленькая, да, забавно, но когда смотришь на взрослую собаку и когда у нее висят такие лопухи, не очень эстетично. И на выставке это тоже играет роль. Если ухо купированное, то больше предпочтения отдают. Понятно, что я собаку не для этих целей только брал. Купирование уха не только это красота и эстетика, это, допустим, также от инфекций. Если идет плохое проветривание ушной раковины, могут заноситься какие-то инфекции, там микробы быть. А тут уже все будет наглядно видно, все открыто. И ну просто есть фотографии, где когда вот у нее сейчас одно ухо начинает вставать, и не совсем это как бы симпатично выглядит и как бы ну некрасиво. А так как бы вообще рекомендуют, когда резать. Режут обычно после вакцинации все, то есть сделали все прививочки, и можно будет, то есть в сентябре уже можно. Я не купирую. Вы не купируете? А мне сказали, что вы делаете. Я вообще эту породу первый раз вижу. Значит, смотрите, есть вот такие салфетки, значит, они пропитаны уже лосьоном для ухода за глазами и ушами. То есть на палец вот так накрутили и таким движением, как вот мама им ушки вылизывает, да, и вы также протираете от ушной серы, потому что ушки большие, пыль плюс серый, получается такие вот выделения у нас темные. Нет. Вот видите, это вот собачья сера. Хорошо. Из ушей. Если этого не делать, собака со временем начинает туда задней лапкой лазить, да, ее это беспокоит, да, и заносит туда вторичную микрофлору, и начинается отит, воспаление ушей. Поэтому лучше это все вот, да, раз в неделю, раз в 10 дней ушки надо чистить. А у вас эти салфеточки да, есть? Купить можно будет? Так, температура 39. Для щенка это нормально. Отлично. То есть у собак норма до 39, и у щенков она может именно в верхнем пределе нормы быть. Главное, что нету никаких, да, признаков заболевания. Не-не-не, она вот прям замучает своей любовью. Красотка. Так, что-то мне держать как-то или... Да, надо фиксировать, потому что она может дернуться, ей не понравится, она потом будет бояться в клинике ходить. Сейчас я так вот, как будто я ее глажу. А все уже, все. Ты умница. Что пощипывает. Это чисто. Это вакцина от бешенства, она немножко щипится. Маленькая, все хорошо. Друзья, мы сделали все прививки, которые нам необходимо было сделать. Нас приглашают на выставку, и, естественно, мы постараемся посетить это мероприятие. И посетить не только как гости, но и попробуем поучаствовать. Естественно, все это я буду показывать. Я думаю, вы будете рады. Почему именно я выбрал эту собаку? Во-первых, собака мне понравилась, как она, визуально. Вот. Во-вторых, она мне понравилась своими, так сказать, данными. Собака, да, получается крупная, я думаю, она немножко меньше будет, но это не страшно. Собака крупная, до 65-70 сантиметров в холке, там 40-45 килограмм. Как бы, да, хорошая собачка такая. Вообще собака, она универсальная. Она собака-компаньон, друг, как бы член семьи, это даже не обсуждается. Вот, а вообще собака рабочая. Собака охотничья, может быть, использоваться в охоте на кабанов, на крупнорогатого зверя. Вот, в таком ключе. Также она сторож, она охраняет свою территорию, свое имущество. Свое имущество она подразумевается в той семье, в которой она живет. Так она с детьми очень сильно ладит. Вот самое главное, что ладит с членами семьи. Вот это очень неоспоримый факт. Ну что, друзья, вот такой выпуск у меня получился. Пишите в комментариях свои вопросы, задавайте, интересуйтесь. Я думаю, вы оцените по достоинству, ставьте лайки.
познакомились вы немного с моей собакой, с моей Ханной. Естественно, я буду показывать и дальше. Если будем ездить на дрессировку, буду это тоже показывать, как, что, чтобы вы тоже это все видели прекрасно. Естественно, буду освещать выставки. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, крыши над головой, всех благ. С вами был Ренат с канала Ренат Строит. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.